Ну, здравствуйте, уважаемые зрители, немногочисленные мои подписчики и те, кто случайно включил это видео. Это видео будет про покупку каравана. После 2,5 лет путешествий по Арабским Эмиратам, после многочисленных ночевок в машине, в палатке, было принято решение поднять уровень комфорта путешествий. И был выбран караван, 4-местный, на всякий случай вдруг с гостями, с друзьями куда-то выехать. Караван 2009 года, 4-местный, фирмы Эбби. Сейчас он стоит в гараже на обслуживании. Мы сразу решили доустановить дополнительное оборудование, такое как кондиционер, солнечную панель, аккумулятор на 100 ампер-часов гелиевый ставят они. У них акция идет за 4000 местных денег, они ставят определенное оборудование. Ну, чуть-чуть доплатил я там, чтобы кондиционер поставили немножко по-другому, не так, как они ставят внутрь в рундук. Там мне место понадобится, я не стал туда ставить, решил сзади поставить каравана. Плюс там что-то еще доплатил, подвеску повыше сделать. Поднимают они немножко, чтобы под караван поставить бак с серой водой. В общем, посмотрим. Обещали сегодня к вечеру закончить. Потом я повезу его на техосмотр. Небольшой обзор на караван. Ремонтные работы продолжаются. Установлен оунинг, навес. Резину я поменял, съездил. Новую. Батарея 100 ампер-часов. Переделанная подвеска, так сказать. Ну, не подвеска, но выше поднят кузов. Свет везде горит. Аккумулятор расходуют ребята. Так. Вот здесь у нас установлен 100 литров воды. Здесь еще 100 литров воды. Здесь будет установлен кондиционер. Вода уже есть. О, насос включился. Отлично. Так, ну микроволновка только 220 работает. Инвертора, я так понимаю, здесь нет пока что. Тут склад какой-то. Тут вода. Тут тоже, наверное, вода работает. Да? Тоже вода работает. Отлично. Здесь будет стоять кондиционер. Это теперь слив туалета. Так, вот тут вода стекает с раковины. Вот здесь заполняется баки с водой. Установили насос. Так, это я розетку поменял сам под мою машину. Вот такой вот аппарат. Сенатор 6. И сейчас заеду на заправку, спрошу про газовые баллоны. Сколько они стоят, как их подключать. Какой-то, может быть, там дополнительный редуктор надо покупать. Мне так сказали, не знаю пока. Сейчас буду разбираться. Так, ну я заплатил 300 с чем-то там дирхам. Сказали, когда закончится, меняется это за 54. Может быть, придется мне второй еще докупить, чтобы удобнее было менять. Ну, пока возьму один. Вот этот вот регулятор на 30 миллибар. Так, это чек. 334 заплатил вместе с регулятором. Регулятор стоит 44. 54. Вот заправка газа стоит, сам баллон 236. 15-килограммовый баллон я купил. Попробуем использовать такой. Я думаю, больше там не поместится в рундуке. Если что, потом большой куплю, если вдруг этого очень мало будет. Не знаю пока, может хватит. А вот здесь шиномонтажка есть, куда я в прошлый раз заезжал, и где мне не смогли поменять колесо. Но колпачок, наверное, они потеряли. Сейчас спросим. Ура, колпачок спасен. Теперь будет комплект. Покажу вам сейчас сельский авторынок. Какие машины представлены на мини-рынке в
глуши в самой. Вот такие вот. Лексусы, 200-ки, Patrol Safari. Вот такие вот машины пользуются популярностью в Арабских Эмиратах. Так, ну, караванчик готов к техосмотру. Сейчас поедем пробовать проходить, как это здесь выглядит. Ни разу с такими прицепами я тут не сталкивался. Как машины проходят техосмотр, знаю. Но это в другом месте для грузовиков. Так, ну вот здесь надо проходить техосмотр. Сейчас будем пробовать. Сейчас будем цеплять за машину. Вот так он катается руками, оказывается, в одну силу человеческую. Караван прицеплен. Первый раз, первый класс. Поехали. Как это будет выглядеть, не представляю. Никогда в жизни не буксировал ничего. Прицепы я имею в виду. Машины поломанные буксировал. Ну, в принципе, что, идет легко. Не чувствуется, что я с прицепом. Наконец-то номера получены. Заплатил я еще 270 за номера. Понервничал немножко. Короче, заехал на техосмотр. Все проехал. Мне дают документы. Написано «не прошел». В комментариях написано «необходимо установить подвеску». Я пошел к этому специалисту, который проверял. Я говорю, что это значит? Он говорит, надо типа рессоры поставить. Я говорю, ну это караван такой, у него не рессоры, у него амортизаторы стоят. Он, видимо, не заметил их, или я не знаю, что это было, но в итоге мне пришлось заплатить за повторный техосмотр. Заехал я повторно. Он там созвал своих коллег, комиссию целую. И они нашли амортизаторы и решили, что я прошел техосмотр. В общем, интересно. Из-за какого-то индийского специалиста я заплатил дополнительно 100 дирхам. Но номера есть. Ура! Теперь осталось закрепить их и в путь, в путешествие. Сброшу-ка я расход и посмотрю, какой будет расход, до дома доеду с караваном. Был у меня расход примерно вот так по трассе 13-14 литров на этой машине. Интересно, насколько увеличится. На малолитражках, говорят, увеличивается чуть ли не в 2 раза. Но тут, я думаю, ну 2 литра может добавиться к расходу. Думаю, будет расход не больше 17 литров на 100. Ощущение от езды с караваном. Оказывается, дорога не такая и ровная. Там, где раньше ехал и как бы особо не замечал, тут начинает раскачивать. Ну, не то чтобы сильно, но страшновато первый раз ехать. Больше 70 пока не разгонялся. Но вот вроде дорога, думаешь, ровная, а оказывается, она не ровная. Какие-то ямки. А с прицепом эти ямки чувствуются. Для первого раза 80 страшновато. Лучше 70 буду ехать. Надо опыта поднабраться, а потом уже ездить смело. Первые тесты проводим. Подключили генератор. Внутри появилось 220 вольт, а значит кондиционер. Добро пожаловать. Вот он у нас теперь кондиционер. Холодно внутри. Я тебя буду снимать. Хорошо, снимаю. Рум-тур. Зона, где можно выпить, закусить, отметить что-нибудь, например, покупку каравана. Да, можно сюда еще экстра стол поставить, чтобы там сумма раз, два, три, четыре, 5, 6 на диванах и еще стул, 2 стулья, 8, короче, можно партии сделать. Да. А потом можно разложить на кровать ее отсюда. Потом покажешь. Да, покажу потом. Тут еще кровать у нас. Коврики постиранные, еще не разложены. Тут свет надо где-то включить, там ванна.
Ладно, это пока не будем показывать. Вырежем. Микроволновка теперь работает. Холодильник, вот самое главное, надо научиться включать. Пока включили от 220. Свет в нем горит. Но мне кажется, он не работает. От газа как это работает, никто не знает. Включился он, не включился. Наверное, нет, судя по индикатору. С чем мы разобрались, так это с духовкой. Работает. Что-то там мусор какой-то лежит, вот он горит, или это так надо. В общем, вот эта духовка работает. Сними-ка. Снимаю. Вот эта духовка работает. Ну и плита работает. Это мы все поняли. А холодильник не поняли. Надо ее закрытой оставить и ждать, нет? Так я не пойму, как он разжигается. Подожди. Совсем мы разобрались. Вот Я газ. разобралась. Газ пошел. Скажи всю Холодильник. правду. Скажи всю правду. Вот инженер сидит. Секунда, всего лишь секунда понадобится. И газ пошел. Хитр. Водонагреватель от газа тоже работает. Слышно, там что-то разжигается. Вот, щелкнуло. Но воду горячую пока не будем пробовать. Она у нас и так не холодная. Да, за погоду. Вот как культурно проводить время в караване. Можно поиграть в шахматы. Когда на улице 55 градусов. А так можно и много чего делать. Но мы сидим внутри под кондиционером. Ну ходи. Внутри в шкафах обнаружена полная документация на караван, начиная от чеков, заканчивая каталогами аксессуаров для кемпинга. Все перепродажи, все чеки зафиксированы тут. Вот. Уважаемый мистер Ник Беннисон, если вы нас видите сейчас на YouTube, мы купили ваш караван. В общем, караван готов. Мы собираемся в поездку. Будем снимать видео про Салалу, Оман. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами, смотрите, ждите следующее видео.